Габар Штир тогда, вот, пожалуйста. Добрый день, господин президент. Как в начале разговора вы говорили о том, что в связи с ВО, что какие цели были, как вы оценивали ситуацию. И мой вопрос следующий. То, что 24 февраля вы думали о том, что через 8 месяцев еще СВО продолжается. И не только продолжается, но и обостряется ситуация. И кроме этого, в мире это многие уже опасаются начала Третьей мировой войны. И сюда один вопрос, что у меня один из любимых городов в постсоветском пространстве – это Одесса. Как вы думаете, дайте мне совет, если я хотел бы туда поехать следующим летом или через 2 года? Не тяните, поезжайте как можно быстрее. Шутка, шучу. Да, через 2 года тогда я должен спросить, российскую или украинскую визу? Вы знаете, Одесса действительно один из красивейших городов мира. Как известно, Одесса была основана Екатериной II. Но даже крайние националисты, по-моему, не решаются снести памятник основательнице города. Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов, и символом нахождения какого-то решения всего, что сейчас происходит. Вопрос не в нас. Мы же много раз сказали, что мы готовы к переговорам. И я недавно, выступая в Кремле, публично еще раз об этом упомянул. Но руководители киевского режима приняли решение не продолжать переговоров с Российской Федерацией. Вот те, кто, а таких немало, правда, решающее слово за теми, кто реализует эту политику в Вашингтоне, очень просто решить эту проблему, дать соответствующий сигнал в Киев, что они должны поменять свою позицию и стремиться к тому, чтобы решать эти проблемы мирным путем. Вот и все. А что касается вашей возможной поездки в Одессу, то если без всяких шуток и шуточек, то я вам рекомендую это сделать. Это очень действительно хороший, красивый город с замечательными традициями, историей. И это стоит того, чтобы на него полюбоваться. Правда, в последние годы, во всяком случае тогда, когда я был в Одессе, она произвела на меня не самое лучшее впечатление, потому что явно коммунальное хозяйство было в упадке. Это было видно даже по фасадам зданий, хотя в центре вроде ничего пока еще сохранялось. Да, чуть в сторону, там уже все выглядело не так презентабельно. Но Одесса стоит того, чтобы на нее посмотреть.